Хотите прикол, ребята? Я вам сейчас иду целую, наверное, минут 5. Записываю разговорное видео. И что вы думаете? Конечно, кто-то не включил камеру. В общем, сегодня хочу похвастаться. Я осваиваю общественный транспорт. Сегодня я ездила на местных маршрутках, которые по 8 бат. Вот эти с открытыми окнами. Прикольные. Очень прикольные. Не представляете, деревянные полы прибитые внутри автобуса. Короче, я вам обещала вчера рассказать трэш, который со мной происходил перед поездкой на Визран. В общем, в Бангкок они не заезжают за тобой. Кондо, они... Короче, локация. Ты приезжаешь на локацию. Я посмотрела по Google картам. От меня надо было ехать 30 минут. Ну, то есть маршрут там на мотобайке показан 30 минут. Окей. Я, значит, с запасом час 20 еду. И вы не представляете... Мы приезжаем в другой райончик, и как ливанет дождь. Я в футболке, я мокрая насквозь, как будто бы меня вот так вот в прорубь окунули, вынули. И чтобы вы понимали, вообще прям мокрющая. Гремит, естественно, мотобайщик едет, ну, по такому ливню. Он еще и едет, он мне только типа остановимся, мне какой остановимся, переждем, ливень идет, меня этот визранчик ждать-то не будет. И, в общем, получается так, я туда приезжаю на локацию, а он мне звонит, я телефон один беру, вот Samsung у меня второй, он старый, разбитый, короче, несу, в общем, я его не слышу, я ему кричу, говорю, текст, я вас не слышу, ну, как бы, у меня английский плохой, у него английский плохой. В общем, все на взводе, он в итоге вышел там меня давай искать, нашел, орет, стоит на меня. Я вообще такая думаю, я лучше замолчу, потому что, ну, иначе я вообще не поеду на Визран, тогда откажется меня везти, и у меня будут, ну, проблемчики. Ну и в общем, в итоге, представляете, села я в эту маршрутку, ну, в минивэн, вернее. Там такой дубак. И я вот, ну, ощущалась, обратно ехали, была такая же температура, но она не ощущалась. Так, чтобы вы понимали, мы когда через 2 часа после Бангкока остановились на пит-стопе, у меня 20 минут остановка, вы понимали, у меня первые минут 15 руки были, вот как, знаете, когда ты лежишь, и они такие коликами, я их не чувствовала, насколько я замерзла. Там не было этих бланкетов, скажите мне, в магазине, где мы остановились на пит-стопе, не было это. Я думала, плед возьму, взяла полотенце, полотенцем укрылась на обратном пути, выпила на пит-стопе горячий кофе, и тогда мне маленько полегчало. А так вообще капец. Ну и плюс, конечно, тоже, получается, вот эти вот новинки с заселением. То есть у меня, получается, первый бас был все из России, ребята. У меня, я в басе была девчонка с Узбекистана. Ну и вот как бы получается, они друг друга знают, а я нет. И, ну хорошо, они меня на первое сиденье хоть посадили. Потому что, ну, для меня стресс, незнакомые люди в таком количестве, в такой близости. Для меня это капец, как стрессово. Вот. Ну, надо отдать должное Ротане. Они красавчики в этом плане. Я ей написала заранее, попросила, они никого не посадили. Но вот это вот то, что заселяют в номер попарно, у меня, слава богу, ну, адекватные все попались в группе. И девчонка нормальная, с которой меня тоже... Ну, всякое же может быть. Это все время сюрприз, понимаете? Это же незнакомые люди. И поэтому вот то, что ты с кем-то в номере, извиняюсь за выражение, не пукнуть, не покакать, то это не сходить нормально в туалет, то, ну, это для меня лично дискомфортно. Вот, ну и плюс, как бы, естественно, подорожание цены, это 4800 стал Визран, Бордер Ран, точнее. Это не за визы, это бордер, ну, штамп. И как бы теряешь в качестве. Раньше тебя привозили в Лаос, и тебя селили в красивый отель, ты один в номере, у тебя классный завтрак, там шведский стол или не шведский стол, по-разному все время. Вот ты приезжаешь, у тебя есть время погулять по Лаосу, а сейчас, ну, как бы нет. Не знаю, может быть, когда за визы едут, а не за штамп, осталось по-прежнему. Но так для меня вот это вот 2 минуса. Короче, что я охренительно замерзла. Я прям, ну, ехала и думала, надо это противовирусную купить. Девчонки эти всю дорогу сзади кашляли.
И получается так, что обратно мы когда приехали, меня в Бангкоке высадили, я вызываю такси, тоже ничего не предвещало плохого. И как вы думаете, опять проезжаем там минут 15, показывают 30 минут до меня ехать, минут 15 проезжаем, и там уже в другом подрайончике, райончике опять дождь ливанул. И в итоге как бы... У меня, короче, вот такая стрессовая поездка. Я уставшая, хочу домой. Ну, так как уже торопиться было некуда, мы с мотобайкером остановились и переждали этот ливень. Слава богу, он был недолгий. И вот сейчас мне жители Паттайи или часто ее гости, ответьте мне, пожалуйста, сейчас же вроде как еще рановато для сезона дождей. Какого фига льет каждый день у нас здесь, как из ведра? Я понять не могу. Сюрпризик. Вот так вот.